Всем привет! Массовая культура символизирует молодость, энергию, беззаботность, то есть все то, чего ты достоин. Многое стало чрезвычайно доступным. Фото- и видеокамеры автоматически ставят фокус и экспозицию, компьютерные программы позволяют создать любой дизайн. В домашних условиях теперь можно сделать все, что угодно, написать музыку любому, создать анимацию, написать и распространить книгу. С одной стороны, можно радоваться такому приобщению масс к возможностям самопроявления, но с другой стороны, искусство явно утратило одни из своих фундаментальных качеств. Это базу и мастерство, профессионализм, которых достигали, которые передавали из поколения в поколение. Мастера создавали уникальный, штучный товар. Маркетинг же делает ставку не на мастерстве, а на личности автора, на самом бренде, который они смогли раскрутить. Ведь теперь важно качество рекламы, а не качество товара. Успех измеряется объемами продаж. В некоторых видах творчества роль мастерства, наверное, все же сохранилась. Допустим, в балете, в цирке, в спорте, в архитектуре, хотя здесь я не уверена. Но вот музыка, литература, живопись, кинематография, фотография, они оказались более уязвимыми перед наплывом дилетантов. Важно теперь не качество, не мастерство, а установка на успех, успешность, успешный успех. Происходит замена всего того, что доставляет неудобства, всего проблемного, чем-то прикольным, не требующим особых предварительных знаний для понимания. То есть происходит блокировка интеллекта. Важнее теперь стало продвижение, а не желание учиться. Теперь нет желания роста. Удовлетворение достигнутым происходит сразу же, после первой же совершенной попытки. Происходит массовая установка на примитивизацию запросов, о чем я много раз уже рассказывала. Люди, занимающиеся искусством, творчеством, теперь в роли исполнителей массового заказа. И за эти годы расплодилось неимоверное количество так называемых творческих рабов. 99% музыкантов, кого я знаю, такие рабы. И я в их числе. Поэтому я и перестала кормиться выступлениями уже более 7 лет. Делать на них основную ставку. И играю не ради заработка. Поэтому могу себе позволить играть все то, что я хочу. Поддерживаю мастерство только для себя, потому что мне просто жаль потраченных лет. Жаль все это терять. А по поводу рабства, то если прижмет уж совсем, то придется возвращаться к спискам песен заказчика. Ну а что делать? Другое он не хочет, другое он не воспринимает, не понимает и не захочет понять. Да, даже по мнению Ницше, общество всегда разрушает культурные традиции, в чем и кроется как раз упадок культуры. Оно творит новую культуру, варварство. Оно пытается раздавить все непохожее на него, все личностное. Именно вкусы массового общества и определяют вот этот вот характерный тип культуры. На остальных непохожих они говорят так, что вы просто не вписались в рыночек, считая это привилегией. А рынок у нас любит шоу. И проникновение этого жанра, вот этот вот гибрид со всеми остальными, происходит сейчас практически во всех областях. Везде.
Таким образом, чистых жанров практически и не осталось. Вот этот вот элемент шоу, он становится крайне важным. Почему так? Возможно, к этому привели исторические события. Гнет, тоталитаризм, и вдруг люди получили кажущуюся свободу, а вместе с тем, вместе с зарождением и распространением интернета, так вообще возможность давать оценку всему подряд. И теперь к аудитории, как на исповедь, но гораздо чаще уже как на распятие, приходят герои шоу. И аудитория сама решает. Казнить нельзя помиловать. Когда-то говорили, да и сейчас можно частенько услышать, то, что Советский Союз считался самой читающей страной в мире. На самом деле статистика, которая подтверждала, что Советский Союз является самой читающей страной, была основана на подсчете тиражей, а не по количеству названий книг. Туда же были включены и миллионные тиражи мемуаров Брежнева. Получается, что с таким же успехом можно сказать, что самая читающая страна – это КНДР, где каждый должен прочитать мемуары Ким Чен Ира. Короче говоря, что у нас получается по количеству названий, что и есть, собственно говоря, главный критерий, когда речь идет о том, сколько читает страна. По количеству названий Советский Союз всегда отставал. У каждого родившегося в Советском Союзе, наверное, было что-то подобное. Когда ты маленький и думаешь, вот надо же, как так сложилось, как мне так повезло, и как получилось, что во всем мире есть самая лучшая страна. И я в ней родился. Машина идеологии, культивирующая исключительность, работала бесперебойно. Изначально были заложены очень сильные посылы справедливости, посылы равенства, те вещи, из которых и выросло общество, советское общество в 20 веке. Внешний образ был красиво вылеплен, а внутренний, как с ним было дело? Считается, что 60-е годы – это уже застой. Но к этому времени уже успело появиться образованное общество. Но дело в том, что оно появилось вообще везде. Образование не было привилегией Советского Союза. Везде к этому времени уже было всеобщее образование. Но не везде этому предшествовали лагеря. Еще одно противоречие. Утверждались семейные ценности, институт семьи. Но с другой стороны, введение в семейные дела такой инстанции, как партком. Еще одно противоречие. В брежневские времена на людях надо было говорить правильные вещи о роли партии, о величии и преимуществах советской страны, о мудрости членов Политбюро. Но в ближнем кругу обсуждались уже другие вещи. Дефицит всего и вся, насаждавшиеся и уже изрядно надоевшие идеологические лозунги и средний возраст власть имущих. Может ли иметь место версия о том, что все вот эти вот лозунги и требования, такие как патриотическое самопожертвование, аскетизм, труд, вступали в противоречие с интересами обычного физического выживания человека в условиях его скудной повседневной жизни, в противоречие с малооплачиваемым трудом, с отсутствием выбора, системой контроля, которая пронизывала все сферы его публичной и личной жизни.
Любые открытые сомнения в правильности советского пути расценивались как видение каких-то отсталых категорий граждан, или еще хуже, когда они расценивались как солидарность с враждебными силами. Носители тут же становились объектом пристального внимания, в том числе различных органов, или подлежали даже изоляции. Было такое или не было? Само население страны до Союза жило в сословных принципах. И тут оно подверглось смешению. И получились физкультурники с крестьянскими установками, но в городской среде. Либо давайте попробую охарактеризовать по-другому. Масштаб продвижения был такой огромный, что он просто не осознавался. Человек внутри себя, он не менялся. При этом он сохранял систему представлений и ценностей той среды, из которой он вышел. Таким было лицо советского человека. Вся эта мясорубка создала подобного Франкенштейна. Еще есть примеры таких людей, которые вышли из самой простой крестьянской среды, прошли через лагеря и массу других неприятностей, но считали все это какой-то ошибкой по отношению к ним и продолжали любить советскую власть. В это время у интеллигенции Борис Пастернак. Но как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой косности косней напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Что это? Понимание того, что в обществе есть место лишь общинной идеи и нет места индивидуальному человеку? Такой вот вопрос еще вам. Какие черты советского человека унаследовал современный человек, постсоветский? Может быть, это смесь гордости и чувства униженности? Ведь, с одной стороны, он гордился, что он советский человек и живет в самой лучшей стране, но с другой стороны, возможно, переживал стыд за состояние своей страны. Дефицит, территориальные рамки, общность каких-то фобий, просто коллективное заложничество, подавление социальных, культурных и прочих различий, которые преподносились как негативные. И, соответственно, приветствовалась агрессивная реакция к любым формам нового и необычного. Получается, что советский человек вообще не определял себя благодаря своей деятельности, благодаря своему мастерству, благодаря своему профессионализму и их результатам. А может быть, его определяло противопоставление гнилому Западу, американскому злу? И последнее. Считаете ли вы, что русский человек имеет чувство собственной исключительности, превосходства над другими, в том числе и над народами бывшей советской страны? Похоже ли это на некую богоизбранность в его подаче себя? И вообще, на чем это превосходство основано, если оно имеется? На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то интересные комментарии по этому поводу, пожалуйста, оставляйте. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!